Большинству садоводов и огородников приходится каждый год бороться за свой урожай с различными насекомыми, потому что те так и норовят съесть самые вкусные и сочные плоды. Начнем с муравьев. Казалось бы, такие дружные маленькие трудоголики, которые роют, строят и копают день и ночь. Чем же они могут навредить огороду? Да, все верно. Все муравьи-работяги, которые подразделяются на несколько направлений. Одни муравьи приносят в почву дары в виде калия и фосфора, увеличивая кислотность почвы и благоприятно влияют на рост и развитие растений. Другие только и делают, что роют подземные туннели, создавая эффект разрыхления почвы, чем обогащают корневую систему растений кислородом. Иная бригада трудится, доставляя на большие расстояния семена, тем самым увеличивая разнообразие травяного покрова. А четвертые бросают все силы на уничтожение десятков миллионов насекомых-вредителей. Но у муравьев есть и несколько недостатков, но уж больно весомых, которые перекрывают все их достоинства. Муравьи часто излишне увлекаются своим хобби копания гигантских шахт и прорывают себе путь прямо в стеблях растений, тем самым их убивая. Также муравьи сладкоежки и самые сладкие ягодки и фрукты съедают именно они. Порой они создают свои жилища на грядках, замедляя рост и развитие многих растений. Но самым огромным недостатком муравьев, на который нельзя закрывать глаза, является их тесное содружество с тлей. Напомним, что тля – это миниатюрное бескрылое насекомое, живущее с миллиардами родственников и активно размножающееся. Только за 2 недели одна самка тли может воспроизвести на свет около 150 особей. Тля очень прожорлива и, как самый настоящий вампир, высасывает все соки из растений до последней капли, что, естественно, убивает беззащитные растения. Во время такого приема пищи тля выплескивает сахарные выделения, покрывая им растения. Сахарные выделения провоцируют образование грибковых заболеваний и к тому же перекрывают растениям доступ к кислороду. После таких нападений растения становятся более уязвимы к морозам, болезням, различным грибкам и чаще всего погибают. По причине такой тесной дружбы тли с муравьями необходимо истреблять и тех, и других, так как именно муравьи являются разносчиками тли, защищают их от врагов и холода, устраивая им зимовку, поэтому начинать уничтожение нужно именно с них. Хоть муравьи и заядлые сладкоежки, они не любят резкие запахи, поэтому можно начать их прогонять запахом перечной мяты. Для этого разведите 10 капель мятного масла в стакане чистой воды и опрыскивайте те места, где обитают вредители. Процедуру рекомендуется проделывать утром и вечером до тех пор, пока муравьи не покинут ваш огород. Для усиления эффекта можно также раскладывать сушеные листья мяты по участку в тех местах, где находится наибольшее количество муравьев. Также муравьи недолюбливают черный и красный перец из-за того, что в состав перца входят особые вещества, которые способны сбивать муравьев с толку, вследствие чего муравьи становятся дезориентированными, теряют дорогу домой и не чувствуют, где находится пища. В итоге они пускаются в поиск нового места обитания. Для использования этого средства необходимо смешать в одинаковом соотношении молотый перец с куркумой и насыпать во всех местах обитания вредителей. Уксусный запах тоже муравьям не по вкусу. Он способен перебивать знакомые запахи и дезориентировать муравьев. Впрочем, и люди не особенно наслаждаются данным запахом. Для использования этого средства смешайте 1 к 1 уксус и воду, перелейте раствор в пульверизатор и капните пару капель растительного масла. Перед применением потрясите бутылку и опрыскивайте места, где обитают муравьи, до тех пор, пока муравьи не исчезнут. Еще одним эффективным способом борьбы с муравьями является сочетание соды и уксуса. Перед использованием обязательно тщательно разрыхлите или перекопайте муравейник. Чтобы расчистить проход до самого эпицентра муравейника, насыпьте 3-4 столовые ложки соды и залейте все это 9% уксусом. Для наилучшего эффекта накройте шипучий вулкан пищевой пленкой. Также не забывайте об эффективности борной кислоты против муравьев. Это средство нередко используется как стимулятор роста и минеральное удобрение, но вот для муравьев оно является смертельным. Это средство, очевидно, способно убить 2 зайцев одновременно, то есть истребить муравьев и дополнительно подпитать растения полезными веществами. Но все же муравьи не так и глупы, чтобы целенаправленно поедать что-то ядовитое, поэтому из борной кислоты необходимо делать приманку. Чаще всего кислоту смешивают с чем-то сладким, смешать можно с ложкой варенья или джема.
Итак, растворите 10 граммов борной кислоты с ложкой чего-то сладкого в одном стакане горячей воды. Дайте смеси остыть и разлейте по маленьким емкостям и расставьте их по муравьиным дорожкам. Либо размножьте сладкие комочки с отравой без добавления воды. Важно запомнить, что в этой приманке нельзя увеличивать дозу кислоты, потому что муравьи тогда не смогут донести отраву до муравьиной матки. Ну что, с муравьями мы разобрались, а как насчет тли? Одним из действенных способов против тли является мыльный раствор. Если мыло попадает на тлю, ее тельце покрывается пленкой и приводит к гибели, потому что тля способна дышать лишь через тело, а пленка перекрывает доступ к кислороду. Рекомендуется использовать жидкое мыло, но если что, подойдет абсолютно любое, даже для мытья посуды. К тому же можно приготовить мыльный раствор из хозяйственного мыла или дегтярного. Итак, для приготовления мыльного средства возьмите 25 граммов мыла и разведите в 1 литре воды. Некоторые наливают мыльный раствор в большую емкость и обмакивают каждую ветку растения с 2 сторон. Этот вариант эффективен, но довольно длителен. Чтобы сделать процедуру быстрее, налейте жидкость в пульверизатор и опрыскайте каждую веточку и листья с обеих сторон. Колония должна погибнуть в течение 2-3 дней, после чего обязательно полейте растения сильным напором чистой воды, даже если совсем недавно были дожди. Вероятность того, что дождь смоет этот раствор, очень мала, поэтому в любом случае смывайте самостоятельно средства водой. Основным недостатком данного метода является то, что растения могут пострадать именно от того, что вы будете смывать мыльный раствор. Самое главное, не берите мыло с ароматизаторами, это может наоборот привлечь еще больше насекомых на ваши растения. Бороться с тлей можно также золой. Разведите стакан древесной золы в 5 литрах воды. Оставьте настаиваться примерно на 12 часов. По истечении времени опрыскивайте растения со всех сторон. Данный метод является одним из самых эффективных против тли. Также зольный раствор отлично помогает бороться с гусеницами, личинками колорадского жука, крестовыми блошками и слизнями. С тлей можно бороться и табаком. Табачная пыль считается натуральным и эффективным средством от насекомых-вредителей. Табачная пыль содержит до 1% никотина, что способствует действительно бороться с тлей. Для приготовления средства для борьбы с вредителями необходимо растворить стакан табачной пыли, стакан древесной золы в 1 литре горячей воды и оставить настаиваться на сутки. После чего настой необходимо процедить, вылить в 10-литровое ведро, добавить 2 столовые ложки жидкого мыла и разбавить водой до полного заполнения ведра, и можно смело опрыскивать растения. Также тля не переносит острые блюда с добавлением хрена, чеснока и жгучего перца, поэтому можно этим воспользоваться. Для приготовления яда необходимо мелко нарубить корни и листья хрена в таком количестве, чтобы заполнить емкость на треть. Далее заполните емкость кипятком и настаивайте в течение суток, после чего перелейте смесь в емкость побольше. Бросьте в нее 1-2 стручка горького перца, нарезанного мелкими кусочками, и раздавленную головку чеснока. После чего добавьте еще литр кипятка, а после того, как жидкость остынет, добавьте 2 чайные ложки моющего средства и 2 столовые ложки растительного масла. И обрабатывайте настоем до полного исчезновения тли. Настои против тли могут быть не только острыми, можно делать настой из цветов. Для приготовления вам потребуется залить кипятком 100 граммов сухих стеблей и соцветия ромашки. Купить ромашку можно в обычной аптеке. Далее необходимо настаивать смесь около 12 часов, после чего добавить 4 грамма любого мыла, и перед опрыскиванием рекомендуется разводить настой чистой водой 1 к 3. Важно понимать, что если вы полностью избавились от всех этих вредителей, никто не гарантирует вам, что они не появятся снова. Поэтому для профилактики образования тли рекомендуют перед посадкой осматривать саженцы и посадочный материал, чтобы исключить зараженные. Советуют сажать вокруг грядок укроп, петрушку и морковь, потому что эти растения являются магнитами для журчалок, истребляющих тлю. К тому же рекомендуется мульчировать дрожжи с помощью древесной стружки. Этот способ эффективен, потому что стружка становится жилищем для уховерток, а эти насекомые питаются тлей. Кроме того, можно повесить побольше скворечников на участке, и птицы будут истреблять тлю, поедая ее. Также можно отпугивать тлю и муравьев запахами, посадив в цветниках лаванду и чебрец. А чтобы не способствовать образованию муравьев, храните все виды органических отходов и других видов мусора в запечатанном виде. Также не оставляйте остатки пищи, фруктов и овощей гнить на открытом воздухе, потому что это 100% привлечет муравьев.